Hi everyone, it's minus 20 degrees Celsius outside, and I've been invited to inspect a house. The client says it's cold inside, and my job is to figure out where the heat is escaping. A thermal imaging device like this one will help me with this. Let's walk through the house with this device, and you can see everything for yourself. Там через стену, через пол, через... Так, Выключать фонарик или? да не можете светить. Так, это у вас ваша труба пошла, да? Да, труба-то тут. Так, ну уголки хорошие, Да? да. Странно. Так, вот там что у вас, окно, да? Там окно, да. Ну вот на окно надо посмотреть, видите, по потерям идет, Красненькое. да. Ага. Либо не ну это Ага. прям, ну прямо, ну критично. Критично, да? Да, критично. Хотя Тем более там- это верхняя. Ну, понятно. Ну, Так. сейчас снаружи, изнутри посмотрим. Мгм, мгм. Так, это что у вас тут за точечка? Ну, тут вроде как бы более-менее. Вот это что-то красненькое. Ну, это такой по мелочи идет. Мгм. Как бы. Вот это вот что у вас? Лампа? Горела недавно? Да нет, не горело. Ничего у нас странно светится. Ну, электричество на нее идет, видимо, поэтому она теплая. А, Вот. Ну ладно, это ерунда. Так, вентиляция ничего не тащит. Ничего не тащит. Так, ну низ у вас вроде более-менее Ну, это радует, как бы. нормальный, потому что очень часто именно вот... Ну, низ он у меня и не топится здесь, как бы. Меня именно интересует вот утечки. Так, ну вот смотрите, видите, у вас где-то есть выход тепла какой-то Ну, там тепла вообще никакого по нет. земле. Ну вот он есть. Видите, вот снег где тает. Так. Вот. Ну вот, просто я вам показываю, да? Угу. Вот. Я не знаю, что почему там тепло. Там априори не может быть тепло. Ну, потому либо что- кто-то босиком ходил. Ну, уже должно было остыть. Да, Как бы. Ну, да не, ну не, как- ну я просто вот говорю, что Ну, что понятно, вижу. ну, я удивлен, не знаю. Видите? Ну, я вижу, ну... Ну ладно, это... Так. Меня, говорю, вот больше вот стены, как бы. Мгм. Так, что, через окна. Ну, вот это окно, да, которое у вас не открываемое, видимо. Нет, оно половинка Второе. открывается. Ну, вот да. вторая половинка. Так, Все это оно тут. Давайте я вам нафоткаю, потом пришлю. пришлете, да. М. Тогда. Ну, та вот сейчас не топится комната, поэтому... Так, и что у нас там с этим получается? Она у меня закрыта, и там, в принципе, температура такая. Ну, вот такое ощущение, что у вас немножко какая-то подтравка есть Видите? Вижу, да. по периметру Ага, окна. ага, Все-таки. ага. Ну, видимо, вы когда последний раз окнами занимались? Ну, слушайте, я занимался, когда их ставили. Ну вот. Это давно То есть было. вполне возможно, что по периметру уже утеплитель, который Ну, есть, конечно, он конечно. просто уже Ну, Ну, сейчас вы туда вряд ли полезете. Куда? Ну, в эти окна. Это Не, чисто- нет, конечно, не полезу. Не просто говорю, что это именно понимать. Ну, то же самое в окно. Так, с той стороны что-то есть окна какие-то? нет? Не сюда. Не-не, я понял, я издалека посмотреть. Этот самый. Ну вот, тоже непонятно, видите, по окну. Ну, окна, да, тут через них. Ну, тут, по идее, должно быть много, потому что, правильно, там печка, так тут массовый этот самый. Я вам нафоткаю, пришлю потом. Ага. Так, вот поверху тоже, смотрите, видите, у вас окно прямо, Ага. вот оно тепло ваше выходит, прямо вот видите, белая точка. Ага. Даже не точка, а прямо. Ага. Ну, форма окна. Да. То есть ведь вот этот треугольник где-то там Ага, у вас что-то ага. сверху. Ну, да. А, у вас там сверху вентиляция, по-моему, да? Ну, там вентиляция, да, там Вот где он. герб этот, там Вот, вентиляция. возможно, это вентиляция, да, ваша. Ага.
Ваша эта самая рабочая сейчас, нет? Рабочий, как я ее не закрываю. А, Потому что там ну, камины как бы так, чтобы... Ну, значит, вот из нее тепло как бы выходит. Так, ну, мы сейчас наверх поднимемся, там посмотрим либо снаружи уже, либо... Так. Ну вот, видите, у вас как будто вот по всем Ну, по окнам... всем окнам, в общем, по, дрищит. по всему окну. Ну, здесь не именно, топит, здесь не топит, тут без отопления. именно вот эта часть, которая... Ну, открывается вот эта одна Я понял, половинка. да. То есть вот именно та часть, которая по периметру, ну, вот монолитная, ну, Ага, она травит. ну, подтравливает. То есть Ага. не так, что прямо Ну, вообще понятно, дырка. понятно. Но, возможно, я говорю, у вас там просто этот самый пена или что-то было утеплено. Так, сюда пойдем. Ну, посмотрим. Класс, тут склад. Так, Работаем. У меня вот полы как бы вот эти вот. так, а полы у вас здесь что? Ну, просто... Нет, не эти полы, вот эти вот. А, отсюда? Они пенопластом утеплены, как бы были шлаком в свое время. То есть что вот тут вообще? Вот, Ну, как тут бы... все ровненько у вас. Всё хорошо, что ли? Вообще, да. Там что? Так, вроде, да, То хорошие есть, полы. Вообще замечательно. Я удивлен, честно говоря. Хотя, говорю, я это там, 10 сантиметров. Не, вообще. Ну, оно, если может где-то ваше вот это уменьшение температуры идет, то только если, знаете, ну, вот где-нибудь в периметре в каком-нибудь, например, а так А вообще... здесь вообще шлаком насыпано. Тут шлака, не знаю, там 10-15 сантиметров. Но, правда, здесь Не, сейчас эти вообще. комнаты и холодные. Вот, ну, в принципе, это потеплее немножко у меня спальня. Не, ну, даже вроде щель чуть-чуть вот меняет температуру, не критично. Не критично. Вообще не критично. Вообще классно. Ну, ровно все. То есть вот ваши морозы отсюда, вот они откуда-то, видите, вон оттуда с угла. А это, то есть это что такое? Ну Это вот там непонятно, там либо мост холода какой-то, Так а где? Ну, там, вот если- там где-то в темноте за... Нет, и там в темноте из блоков сложено, в общем-то. То есть там вроде бы ничего... Ну вот здесь, видите, ваше холодное пятно, вот мост холода идет. Вот там либо железяка какая-то, ну я отсюда не вижу, она просто где-то там вот прячется. Да там ничего нету, там, грубо говоря, вот это все, то есть, вот там на брусе лежит как-то Ну, странно. Ладно. я ну, вот вижу просто, что вот здесь мостик холодно у вас есть. А вообще, какая разница температур должна быть, чтобы вот он показывал? Потому что, я говорю, там сейчас в комнате примерно плюс 10 у меня. Если вот Ну, большой- здесь минус 10 сейчас, здесь, в принципе, и вот это вот, вот эта вот синяя точка, она тоже минус 11 вот сейчас рисует. Да. Но это, нет, это вот мост холода, он с улицы, вот он, температура какая на улице, он сюда как Он бы. сюда проникает. Да. Ну, здесь что могут Ну, это- проникать, потому что, грубо говоря, здесь же вот на рубероиде брус не герметично. да, лежит. там он лежит на камне, как бы, соответственно, то есть он просто здесь, видимо, ну, обычно складывают еще через утеплитель, ну, видимо, Ну, положили это уже. Кто делали этот сруб? Не, так были полы. Из Так другого полы места. вообще хорошие, ну, мне Я нравится. удивлен, честно говоря. Так, а здесь у нас что? Вот, а здесь вот у вас уже вот пошли дырочки, видите, в стыке. Ага. Вот эти вот 4 градуса, видите, уже на улице Так. минус То есть, 11, а здесь плюс 4, а да? здесь уже минус 4, то есть вот минус оно 4, То уже... есть вот тут уже тепло как бы Ну, вот оно получается. тепло выходит, и вот этот вот Ага, воздух, вот ага. здесь вот он у вас подогревает немножко. Ага. Вот это вот место, вот оно. Видите? То есть вот это, ага. То есть вот эти стыки получаются. Ну вот да, вот здесь вот стык, где этот самый, Ага. видимо, там у вас где-то... Сюда можно зайти, нет? Ну, да, здесь это более как бы тут. в Знаете. принципе, там-то он у меня подогревается. Ну, кстати, Здесь. может быть, это вот это тепло выходит сюда. Может, Сюда, оно с домом ну, и не соприкоснуется. Может быть, да. Так, опять не включили автовыключение, блин. Что за... Да, допускаю. Допускаю, что, скорее всего, это... То, что здесь плюс 5, ну, Да, может да, быть, да, из- да, вот из-за она. этой, из-за бойлерной.
Потому что иначе вы тогда, да, я думаю, что все-таки вот вы хорошо сказали, что она обогреваемая, сразу понятно стало. Тогда это да, это скорее всего просто от нее. Она выходит, вот Ну там да, тепло выходит ну вот да, в да, эту да. между Да, стыком и пеной Да, как бы. это просто- Да, ну я думаю, что это не критично. Да не критично, да, она там держит как бы свою. Да, и ладно. так. Кто опять мне автовыключение поставил? 5 минут так автовыключение. Так, ну так, тогда в дом в идем, дом, да, получается. Большой у вас участок-то тут? 11. Не, ну все равно, смотри, так у вас неплохо. Здесь озеро 200 метров. Грибы, ягоды, болото с клюквой. Так, подождите. Давайте дверь посмотрим вашу. потому что- Ну, глобально все норм. Угу, Это вот вы дверь открывали сейчас. угу, Мы сейчас еще снутри посмотрим. угу. Не, ну все тут все нормально. Давайте вот окошко наше поглядим. Ну, вообще классно. Но в свое время, когда я их покупал, это как-то были самые дешевые эти пластиковые окна. Сначала были. Ну вот, видите, вот из-под вот, Ага. вот из-под 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 резинки. резины где-то там что-то у вас. А какая вообще вот разница температуры? Ну тут -4, -3. То есть выходит конкретно, да, получается? Ну, как бы. Ну, сейчас изнутри посмотрим еще. Не, конкретно это когда лед стоит. Ну, я видел, как бы просто, когда тащит так, что вот просто, ну... Ну да, здесь, видите, здесь вот получается обратная ситуация. Вот оно все. Ваше холодненькое. Ой. Возможно, просто резинка, эластичность Ну, теряет. понятно, как бы, то есть сок наберут, что или... Ну, все равно, видите, у вас как такового... Не, ну, такого Да, сифона такового нет. нету, то есть, как бы, ну, это вот все, там чуть-чуть, здесь Да, чуть-чуть, понятно, то всё есть, супер. как бы... Или вот здесь вот эту дверь, потому что вот я прикладываю руку вот и чувствую, как этот самый... Ну, здесь понятно, это, ну, дверь, которая уличная, здесь и даже и видно. Вот Ну, уличная это у нас там, а здесь как бы тут именно просто вот четко холодный воздух такой вот дует. То есть насколько там... Ну, минут 2-3. И то есть вот где-то вот до этой зоны, что ли, расходится. Ну, откройте-ка дверьку. Ну, там-то не отапливается, поэтому... Да, здесь получается у вас вот это вот, видите, у вас входная дверь. Ага, Вот она тоже по низу. ага. Ну, промерзает дверь у вас просто. Ну, крутые... Это вот этот вот тащит, вот тот холод, вот то, что сюда вот здесь набирается, Ну, он и туда, тащит туда потихонечку Ну, тащит, да, как бы, да. ну это, ну... Ну, эта дверь... Ну, это вот меня- как будто вот вам все-таки вот здесь с резиночкой бы что-то надо поделать. надо Вот здесь сделать. надо. Ну, вот, да, вот я- здесь. ну, я понял. Можете вот просто руку приложите Ну, да. тыльной стороной, и вы сразу почувствуете. Ну, бывает, когда крутой мороз, бывает так как бы такое. Вот, одна просто еще температуры входные двери имеют свойство деформироваться. Тут
китайская одежда. Ну, как бы да, то есть тут у вас получается сразу резинка, ну вот этот сквозняк заходит с улицы, ему же надо куда-то выходить. Ну да, так только Разница всё. Просто я температур. хотел понять, что насколько он тут выдувает вот Ну здесь. вот оно и сюда идет. Здесь получается область высокого давления, там область низкого. И вот она понятно. низкое давление. Резинку и сюда, да. и туда надо. Да, ну вы, если поменяете дверь и сделаете нормальную резинку, как бы плотную, прилегаемую, вы вот это вот на процентов 80-90 решите. Ну, эту понятно. Да нет, проблему. я просто резинку куплю, дверь-то я уже наверное, не буду. Ну, вот здесь у вас тоже, смотрите, прямо. Так, что это? Вот там вот у вас что-то прохладненькое. Где? Вот в стыке окна. Ну вот здесь вот. Вот ваша утечка тепла. Так, вот руку приложите тыльной стороной и несколько секунд подержите. И вы прям почувствуете. Ну, чувствую, да. Вот это вот ваше тепло выходит. Вот на тепловизоре это очень хорошо видно. Мгм. То есть пена это, которая... Это вот то, что внутрь, это та же история, что и вот по всем окнам он у вас. Обычно вот в домах, которые уже с возрастом, да, вот, у них вот это и появляется. Если проблема появилась в одном окне, вот можете посмотреть, да, она будет автоматически проявляться во всех, потому что, делали одновременно один и тот же. Ну, естественно, что... Одна и та же работа, одни и те же мастера, логично, что они все окна сделали, одинаково. Соответственно, разница может быть только, что там солнечная и не солнечная сторона. Ну, то есть, короче, замена этого макрофлекса там или... Ну, я бы начал с малого, просто вот демонтировал бы вот эти штуки, Так. снял, посмотрел, что там под ними, вот. И просто Под ними что? Под ними там срез бруса и все. Вот, и дальше- Зазор, вот. который забит макрофлексом. Вот, и вы вот эти, где этот макрофлекс уже перестал выполнять свою функцию, хорошо, вы еще его вот вырезаете и угол, заново. Вот сам угол, потому что как-то когда лежишь, иногда... И сам угол у вас тоже холодненький, холодный. смотрите. Да, просто... Прямо такой, прям нормально холодный. Вот в том-то и все. Тут иногда, когда... Это уже наружная обшивка, что ли, тогда? Или... Ну вот тут я вам не могу сказать, потому что тут уже надо смотреть конструкцию дома, но то, что вот угол дома у вас, но он полградуса, а на улице 10. Так, ты что хотел? Что Ну, то есть не здесь- критично? Или... Нет, здесь просто получается у вас угол холоднее, чем потолок на утеплителя, который был там. То есть вот отсюда тащит. Вот я иногда говорю, что вот когда тут лежишь, чувствуешь Я именно... вам больше скажу, я даже рукой это чувствую. Ну, я Это- даже... Вот здесь вот я даже не удивляюсь ни разу. Вот, да. Тут уже надо тоже смотреть. Возможно, тоже что-то у вас утеплее. Может, там Ну, там... продавилось что-то где-то. Ну, я не Там знаю, либо как. углы, то есть тут, я говорю, что... Верхний нормальный угол. То есть именно конкретно вот этот вот кусок, да, получается? Ну, Или тут... он, возможно, просто рассохся. Это Ну, же, там всё, это же что получается восточная сторона у вас, Ну, да? Или как? Ну, солнце сюда светит. ну солнце светит. Ну, да. то есть она прогревается лучше. Ну, Ну, просто здесь углы ничем не заделаны, просто вот сруб на сруб там и в 90-м году. И ну, да, угол у вас, конечно, такой. Ну, я вижу, он такой страшный. Да, угол прямо. Ага. Это уже почти критично уже, да. Ага. Потому что это, если с окнами еще можно, понятно, как это сделать, а вот здесь вот уже сложнее. Вот здесь, Ну, тут так естественно, что тут, грубо вот говоря, это, чтобы снять, это надо практически все снять. всё Она снять, же да. есть. Ну да. Ну, Нет, вот. это уже если снимать, так снимать наружную обшивку и уже смотреть и думать. Да, Там. давайте другие углы еще посмотрим. Давайте посмотрим. Ой, это вы сами рыбку такую делали, нет? Да нет, это я купил, мне просто Красота. понравилось. Я сам обалдел. Только Вообще красота. У меня жена до сих пор уже не пилит. Дорогая? Ну, не знаю, в 11 году что-то, по-моему, 11 тысяч за нее платил. Ну, вообще, классно, очень красиво. Я просто сам удивляюсь, как там из цельного бревна этого Не, вообще шикардос. вырезать так.
Вообще шикардос. Это- Так. Ну, здесь, я говорю, комната, она не топлена, так... Ну, вот видите, вот эти вот ваши те же стыки работают в обратную сторону, получается. То есть вот они чуть-чуть обогревают вашу комнату. Вот тут вот щелька, вот оно тепло выходит в эту холодную. Ну, в эту холодную. В эту холодную уходит сразу. Ну, это ладно, хоть она тут в доме Ну, остается. А тут вот те углы. Да. Ну вот смотрите, здесь та же история тоже Ага. получается. Тоже такой. Ну, за шкафом будет то же самое, Ну, понятно. то же самое, наверное. да. Летом хорошо, зимой холодно, как бы получается. Ну, так вроде как бы не скажешь, что уж очень холодно. Ну, Да, видите, у вас уже по углам, конечно. Тут вообще минус. да? Да. Ну, реально минус. Ну, понятно, я понял. Потому что правильно, там как бы и закрыто, и... Да, прямо такая. Вот прямо вот. То есть там промерзает конкретно как бы. Кровать не отодвигается чуть-чуть. Я туда забрался, потрогал. Так я, да нет, наверное, Или бог с ним? бог с ним, да, я примерно, говорю, это самое, представляю как бы. Так, вот здесь у вас уже что-то непонятное. Не промокало ничего? Да нет, вроде бы, а что? Ну, такое ощущение, что тоже, видите, вот там. Вот это синенькое. Ну, вот под проводом. Ага, ага. Ого. Уже получается. А может стульчик или лесенку что-нибудь? Сейчас сделаю. Потому что если его там как бы Так, вот здесь вот у вас тоже типа греется по стыкам. Видите, прямо вот видно, где брус у вас проходит. Ну, пасты греется тут, ладно, здесь внутри-то бог, тут то, что в доме остается, бог с ним. Это не то, она больше то, что на улицу выходит. Ну вот. Ну вот, смотрите, видите, если понаблюдаете за паутиной, Шевелится. Да. Ага. вот движение, видите, вот, Ну, вот я это щас вот. не- ну, нас Ну, заберем. поближе, Я понял. Если интересно будет, можете подняться, вот, даже вот Мгм, сейчас вот мгм, видно. мгм. Не, да вполне возможно, что как бы он уже там херово законопачен. Ну как вот, бы, вот этот эта вот брус. полоска вот здесь вот, Ага. и вот угол, это вот все как бы. Ага. Ну и вот здесь тоже получается все-таки вот так вот. Ага. Ну, щелки есть. Просто странно, почему с улицы тогда не показывают туда тепло. Так у вас же обшит снаружи. М. То есть там у вас есть- получается щит, ну, потом отбивает утеплитель, да. просто. Утеплителя там нет. Утеплителя нет, ну, воздух. Воздух, да. Вот этот воздух, он где-то затягивает ну, понятно. и куда-то Ага. его вытаскивает. То есть он же получается, ну, если утеплителя нет, соответственно, Ну вот я говорю, у меня просто вот как бы дилемма там утеплять, не утеплять. Не очень хочется, тем более, что это все значит разбирать надо. ну, как будто, Или уже так сидеть на попе ровно. вот надо просто считать, надо вам оно или нет. Ну, естественно, вот то-то и оно. Вот. Ну, окна бы я бы поделал, если бы вот прямо вот, вот если бы я бы делал, да, допустим. Мгм. Вот.
Я бы, ну, вот окна сделал бы прямо первым делом. Но это потому что несложно. Это, в принципе, вы можете сами сделать. Ну, окна вы имеете в виду снять откосы? Ну, эти, да, ну, откосы это- открутили, это да, так почистили, пропенили и все как бы. Я их сам и заколачивал, поэтому как бы, мне это не Ну, сложно. это да, это... Будет ли желание? Да, тут просто на рыбалку сходить или откосами Ну, на рыбалку позаниматься. не ходишь, на рыбалку пенсия 15 тысяч и херачишь, пытаешься как-то еще заработать, поэтому... Ну, вот тут тоже та же история Ага. Ну, получается. понятно, в общем. Только, ну, здесь хотя бы такого сквозняка нету. Ага, Вот там прямо, ну там, видимо, потому что еще сторона. ага. То есть, как бы холодок тащит, но не сквозит. Не сквозит. Да. Ага. Так, туда, на второй этаж. Да. Почему у пола просто вот такая разница все-таки? Потому что, говорю, я думал, что, может быть, тянет именно с цоколя сюда. Тут непонятно, ну. Ну вот тут вот сквознячок. Ну, тут там, да, места прилегания я допускаю, что там, конечно. Ну, а это вот оно и пошло. Ну, Оно же начинает же как этот самый, ну, когда вот натоплено, мгм. оно же начинает... Ну, понятно. Да, ну, то есть... Тяга Да, появляется. конечно. То есть оно начинает, как бы, чем... Чем теплее, тем больше. Да. Ну, это вот от печки тепло идет. Мгм. Причем он, видите, получается интересно, что сами-то полы у вас, ну, нормально теплые, Мгм. то есть пенопласт свою функцию выполняет Я считал, исправно. что он как бы как раз не сильно выполняет. Не, но он И- как раз вот этот вот термос он дает. А тащит у вас именно где вот именно по мостам холода и по вот этим. Сквознячкам. Да. Может То есть быть. где-то он, может быть, там мыши постарались где-то что-то Да мыши я прогрызли. уже зря котов кормлю, блин. Так, в этом году у меня их 9 здесь. 9 котов. Водительных, а потом было Ой. 12. Ну, так у вас, наверное, вся. И все дикие, а где они часто? Дикие, да, деревенские. Подкармливают. Это Так, вам, наверное. Мыши, блин, теперь на пушечный выстрел. Там дверь сейчас. На пушечный выстрел не подходит. Так, что у нас здесь? Да здесь-то утеплял вроде как. Ну, вон здесь какие-то. Есть какие-то, да? Мгм. Вот здесь вот в этих местах. Ну, он не тащит, просто изменение температуры. То есть везде все ровно тепло. Ага. Здесь вот в этом месте изменение. Возможно, тоже мост холода здесь просто стоит. Ага. Вот. Ох, ничего себе у вас тут хоромы. Ну, было раньше 2 комнаты, потом переделал на одну. Так, я вот этот вот хотел, ну, посмотреть, ну. Там вот вентиляция, вон, видите? Мгм. Ну, вот она ее и показывала, Ага. что она теплая. Я почему и спросил, верно, Просто как. ее или на зиму закрывать, потому что сын тут, когда приезжает, так быстро улетучивается. Так, а можно вот эту открыть? Туда или сюда? Да без разницы. И в середку можете собрать ее просто и все. А, надо открывать. Давайте дверь посмотрим сразу. Ну, дверь, кстати, как-то так вроде бы тут более- Ну, она не критичная, не да. критичная, да. То есть, конечно, здесь у вас Нет, ну тут, наверное, потери. больше-то, конечно, это вытяжка, если.
ее на зиму закрывать. Ну, резинки, конечно, уже жесткие. Ну, Прям такие. Ну. Попробуйте их просто подсмазать. керосином каким-нибудь. Есть специальная типа силиконовой смазки, какая-то штука для смазывания резины. Ну, второй этаж, я говорю, не сильно так уж, чтобы так, как на подводной лодке был. Поэтому... Не, ну, в целом, как бы, для неотапливаемого как такового... Не, ну здесь вот всегда четко половина температуры от той, что внизу, что мне нравится. Тут топить не надо, а уже половина будет. Давайте посмотрим. Ну, видите, а здесь вот нормально сделано. Вот такое вот должно быть вот у вас окно. Вот. То есть вот здесь вот оно хорошее. То есть вот это синева, это вот это камерное, воздухокамерное стекло получается же, да? Вот, первое стекло дает температуру, греет вот воздух в камере, и, соответственно, вот эта железка, она охлаждается немножко. То есть это как бы норм. Вот. То есть вот у вас окна внизу должны были вот выглядеть вот на тепловизоре вот так же, как вот. Ну вот, ну хотя бы так. То есть здесь уже тоже, видите, небольшое промерзание пошло. Ну вот, а вот здесь вот прямо вообще хорошее. А там у вас, ну вы видели. Ну да. Я вам показывал. Как бы. Но именно это чисто вот этот вот макрофлекс, который зазор между окном и... Ну, это это или скорее, скорее всего, да. Ну, резинки, обычно резинки травят, вот, которые прилегающие. Они просто забиваются грязью и через какое-то время перестают выполнять свою функцию. На кухне там в городе, так там вроде дорогие были эти стеклопакеты, так там створка, которая открылась, сидишь и чувствуешь, как в шею дует. Ну вот, видите, смотрите, вот у вас под стеклом. Так, что здесь? Вот здесь оно. я сам вставлял эти стекла. Вот, прям полоса, смотрите, -2, -3. То есть я плохо вставил, да? Ну, просто я вам говорю, что конкретно вот здесь сейчас идет холод, как бы. Так, ну здесь я чувствую даже как-то продувает. Опять-таки, это окно или герметизация? Ну, в смысле. Посмотрим сейчас. У меня такое ощущение, что как бы плохо прижимается просто. Потому что здесь я, ну, их сам вставлял, и, в общем-то... Не, это вот оттуда, вот из щелки вот из этой дует. Щелки. Да, ну попробуйте герметиком пройти вот так вот. Ну, я понял. В многоэтажных домах обычно вот это вот еще герметиком Ну, дополнительно да, они проходит. делают как бы этим акриловым. Да. То есть он как минимум от сквозняков у вас Да. при этом подстрахует дополнительных. Ну, тут такая же история тоже, видите? Вот. То есть по низу, да, получается? Да. Ну, вообще просто вот по периметру вот это периметру. вставленное окно, видите, оно все как бы про это. Ну, а вот эти, как бы, они большие, вот такие потери. Ну, если вы здесь не живете, по идее, пофиг, как бы, то есть. Вот. Если... Ну, здесь гостевой такой этот самый. То есть зимой тут не так часто, я говорю, летом, для лета это вообще пофиг. Ну, То есть, для лета это пофиг, наоборот понятно. даже, свежий воздух. Ну да, будет. свежий воздух циркулирует. Вот. То есть, как бы, если бы зимой бы кто-то жил здесь, надо было бы точно сделать. Вот. Если никто не живет, это... Ну, понятно, как бы. Ну, я говорю, больше, конечно, вот, стены дома и интересовали. Ну, вот я говорю, угол меня смущает. Вот. Вы и без меня знали, как бы, что с ним что-то есть. Да. Ну, так крыша вроде нормально ровненькая. Ну, крыша здесь как бы сплошной слой, так и снега там лежит 30 сантиметров. Поэтому... Через окна, через эти мансардные. Ну, вот тут тоже, видите, все углы получаются. Плохие? Или это так? Ну, подтягивают, Ну, так. подтягивают, да. Ну, заметьте, вот они, несмотря на то, что они подтягивают, они 2 градуса. А там у вас минус. Ну, в углах. В той комнате. Да. Вот, То есть оно как бы прямо... Здесь хотя бы нету такого вот... Сквозняка. Да. Ну, опять же, видите, здесь сейчас снег лежит. Ну, да, вот то-то в том-то и все дело. Он да, может что этот сквозняк просто закрывает. гасить. Да.
То есть, как бы, если бы снега не было, можно было бы, ну, как-то посмотреть, ну, по нулю, так как снег лежит, ну, сквозняка и, по идее, не должно быть. Ну да, само собой. Ну, то так получается. Ну, можем пойти посмотреть сейчас с улицы вот тот угол, который Ну давайте посмотрим. Да. более внимательно хотя бы, ну, чтобы... Ну там, мне кажется, говорю, просто вот сами венцы сложены не очень хорошо. Вполне возможно, да. Они просто, может, уже рассохлись, потому что эта сторона же у вас солнечная. Солнечные, да. Вот. Ну, плюс и это. Так, сейчас давайте я первый возомню. Просто солнечная сторона, она быстрее просыхает. Вот. И, соответственно, Здесь голову аккуратно. да, уже... Кого же водички попросить у вас попить? Ну, спасибо. Ну что, на улице пойдем Ну, посмотрим? пойдемте. Так, здесь получается основные моменты, все, да? Ну, основной это вот этот вот угол, как бы, ну, и таком-то просто, я говорю, тут или обшивать дом тогда, потому что просто оторвать там несколько этих наружной обшивки, так. А сколько там градусов показывает? Там холодно. Да. Ну, я вам фотку сделал для контроля. Ну, тут, вон, видите, смотрите, -2. -2? -2. А почему не замерзший? Ну, потому что, ну, если потрогать, вполне возможно, что там будет немножко мокрый пол. Ну, у вас, видите, у вас батарея здесь еще жарит. Ну, да. Ну, вот. То есть она просто, ну, может нивелировать вот это вот. Потрогайте, посмотрите, не мокрый там пол? Да, нет, пол-то не мокрый. Не Тут мокрый? как бы это сам, в принципе, я и не скажу, что здесь -2. Да, здесь прохладненько как бы. Ну, я вот конкретно Ну, вот показываю, видите, вот смотрите, видите, точка Да, вижу, да. центральная. Мгм. Вот, -2, -3. Мгм. Да. Это по прибору просто говорю. У него, конечно, да, там есть погрешность какая-то. Ну, поддувает. Так, а вот если мы зайдем... Туда мы, наверное, не очень зайдем, потому что заросли эти. Ну, здесь вроде все нормально. Так вот смотрим. Так опять-таки нормально остается, может быть. Ну, отрабатывает ваша обшивка. обшивка, да. Поэтому То не есть я показывает. думал, что может быть, ну, какую-нибудь где-нибудь Ну да. проблема в обшивке, может быть, этих треснула, либо еще что-то. Вот. Нет. Просто говорю, она там воздушный зазор и это самое. Нет, тут вообще все ровненько, хорошо. Но она, получается, под обшивкой просто, наверное, ну, или уходит. Или... Ну, либо тут вариант, вот это вот промерз камень настолько, Да нет. Ну, что вот там вот этот угол просто, да, ну, я, честно говоря, ну, не могу сказать, потому что я уже не знаю конструкцию, как это все. Нет, конструкция там брус, на брус прибиты
бруски 50-ки прибита вот эта наружная обшивка. Все, то есть там такой зазор. Надо было там ту же минеральную вату положить, но я тогда в те года не клал ее. Ну, сначала не было, не замечали, да, сквозняка вот это? То есть он вот Слушайте, появился? Нет, он был, наверное, изначально. Изначально был? Да. Просто я говорю, там говорю, я дом этот сам доделывал, а сруб клали криворуки. И мы, говорю, это не то, что сейчас там ты можешь посмотреть отзывы. В 90-х годах этого не было. А. Поэтому, Это да. там, которые курятники строили где-то. За 4 дня сруб захерачили, потом тут... И учитывая, что еще брус-то такой был тоже далеко не идеальный. Ну, брус еще и свойства имеет со временем. Ну, понятно. Так они еще добавку на эти металлические нагеля посадили. Я еще у них спрашиваю, говорю, какие там деревья. А где эти металлические? Ну, нагеля металлические загоняли как гвозди, блядь, сидел. Я вот так вот кувалдой херачил, даже сверла не было длинного, чтобы просверлить брусину. Поэтому факт, брус усох, подвисли, и ему некуда садиться. То есть тут лучше это не вспоминать. Ну, я не знаю, можно, конечно, на досуге, как, ну, опять же, вот снять вот эти вот дощечки, Ага. ну, посмотреть, ну, что там. Ну, потому что я вижу, что у вас там вот рубероид, да, или что там. На рубероиде он лежит. Это просто рубероид положен вот на эти блоки керамзитобетонные и положен брус. Это просто гидроизоляция. Ну, это да, да. Но оно все равно тоже какие-то функции дополнительного этого просто отбивают от просто камня. воду не сосет, влагу. И все. А так. Вот я говорю, А не может быть такое, что вот туда просто влага натекла, и она просто замерзла сейчас? Не. И вот этот вот минус у вас в углу дается. Нет, он все время там, я говорю, это не первый визит. Да? То есть я говорю, когда лежишь... Вот смотрите, видите? Тепло ваше выходит как. Ветка шевелится. Шевелится ветка. Да, видите? Ага. Это вот с окна вот это то, что вот я вам показывал. Я понял. Ну. Ладно, я посмотрю там. То есть мороз Ну да. сильный, он прямо вот высасывает, видите? Ага, Интересно как. Ну, сейчас штиль, видите, ни одна веточка не да, шевелится, а та, понял, что у окна, да. идет шевеление. Маленькое, но идет. Видите? Да, вижу, да, есть. Просто вот. Видите? Вот так. Не замечали, наверное, да? Ну, не замечал, ну, я догадывался, как будто так-то не рассматривал. Ладно, все примерно ясно, наверное. Все, наверное, больше... Давайте я еще все разгляну, изнутри вот тот угол посмотрим. Просто прям интересно, почему вот именно этот угол. А у вас тут что-то, да? Заставлено все получается. Ну вот видите, смотрите, здесь вот по углу тоже идет небольшое промерзание. Ну, здесь-то, наверное, как бы... А можно вот это вот сейчас я попробую. отодвиньте, да. И, ну, если получается, если нет, просто хотя бы посмотреть, как там вот вообще... Верхние или нижние? Ну, верхнюю бумажную точно, и, наверное, они просто закрывают, видите, это печка трамвайная у вас, что ли? Ах вы. Вы можете вот эту коробку отодвинуть, вот эту вот, и их сюда подвинуть, чтобы не снимать. Выбросить жалко, думаешь, пригодится. А, это в итоге- как обычно. В итоге все это... Ну, это у вас еще хорошо езди хранить. У меня такой же шкаф дома. Ну, И на меня жена все время ругается, так что меня типа... тоже ругает, то же самое. Так, что у нас там? Тут этот-то, кстати, здесь... Может, это встать? Да. Ну, не знаю, я что-то такого, чтоб... Ну, здесь может... Нет, я говорю, там просто плохо сложен угол. Именно подтягивает с улицы на стыках вот так вот бруса. Потому что там угол безо всяких запилов, без ни хрена. И Ну вот если вы до туда доберетесь и хотя бы его просто запените,
Ну да. Вы И- частично решите на какое-то время эту проблему. Я Потому так как бы и думал, но просто я говорю, что тут если уже добираться, тогда все отдирать и весь, или уже сидеть так на попе. Я думаю, что вам проще сделать окна, вот, а там положить просто в угол какой-нибудь. Ну, подушку какую-нибудь Да. так. Ну, я согласен, учитывая, что 20 градусов Ну, не так просто, часто пока было. да, во-первых, как бы, ну, говорят, что зимы, конечно, там сейчас типа холоднее Ну, будет. сейчас, ну, Ну, просто это вы расковыряете все. Ну, это если вам совсем делать нечего. вот то-то и оно. И когда тебе 30 лет, это одно, когда тебе уже там 7-10, уже как-то не сильно это хочется. Тем более, что у вас есть вариант подвинуть диван поближе к печке. Ну, я так не знаю. Ну, я, наверное, бы вот так вот. Да, я согласен. Сделал. Я то же самое. как бы. Потому Я что, для чего вызывал, так всё понимать, как бы, надо мне это, не надо. Ну, вот с окнами, как бы, да, вот подумайте, это, в принципе, простое, Ну, что с вы окнами, можете. да. Это вы за лето сделаете не Ну, спеша, да, вообще это без понятно. проблем. Отковырять это все. Ну, просто Папа- странно, что, ну, я уж, правда, не помню, сколько лет там назад это, как бы, наверное, то какие-то 2000-е, начало 2000-х годов. когда. Не, ну, все равно уже, как бы, время. Да, в принципе, все ясно. Ладно, спасибо. Так, куда перечислить? А вот на телефон, по которому мы общались, можете туда перевести.